Наши дни. В одном из небольших городков, где-то в центральных штатах Америки. Я жду. Я жду. Я жду очень долго. Я слежу за ним. Я знаю, что он в доме. Сквозь окна я наблюдаю, как он передвигается по своему дому, но никуда не выходит. Он не выходит даже за почтой. Второй день он просто в доме. Я жду. Он не выходит даже на задний двор. Он все время находится внутри дома, слушает музыку, читает. Он всегда один, ведет затворническую жизнь и не выходит из дому. Тогда я решаю как-то выманить его. Мне нужно попасть в дом. К соседнему дому подъезжает машина. Из нее выходит мужчина. В руках у него сетка с рыбой. Он оставляет чехол с удочками около машины и уходит в свой дом. В это время я забираю одну из удочек. В соседнем дворе раздается звонкий смех. Там играют дети. Я продеваю леску за доску забора таким образом, чтобы крючком зацепиться за окно, а самому стоять у входной двери, дергая за леску. Постоянные монотонные звуки могут вывести из себя кого угодно. Я стою перед его домом, перед его входной дверью и дергаю за практически невидимую леску. Блесна монотонно стучит по стеклу. Я его не вижу, но слышу его шаги. Спустя какое-то время его терпение заканчивается. Дверь открывается, и он выходит на улицу. Высокий мужчина, изрядно постаревший, но все еще в хорошей физической форме, поседевший, с окладистой бородой, за которой его трудно узнать. Да, это он, Дач, Алан Дач Шефер. Он огибает угол дома, замечает леску, дергает за нее и отрывает подвешенную приманку. «Хулиганы!» — в сердцах говорит он, смотря с укором в сторону смеющихся за забором соседских детей, думая, что это они. В это время я незаметно вхожу в дом. В момент, когда Дач возвращается и закрывает за собой дверь, я снимаю камуфляж невидимости. Развернувшись, Дач от неожиданности резко отпрыгивает назад, вжимаясь в дверь и раскинув руки. Прижавшись к двери и озираясь вокруг, он смотрит то на биту, стоящую в углу, то на ружье, висящее на стене. Растерянно ища выход из опасной ситуации, выдыхает. Пу-пу-пу-пу. В это время я решаю заговорить. «Не бойся, я пришел с миром». «Ты меня понимаешь?» — удивленно спрашивает Дач. «Да, Алан Дач Шефер», — отвечаю я. «Ты знаешь мое имя? Кто ты? Что тебе нужно?» — спрашивает он. «Мое имя может показаться тебе трудным в произношении. Ты можешь называть меня Легал. Я пришел с миром отдать должное. Успокойся», — говорю я ему. «Я не пришел тебя убивать. Ты мне не соперник. Я пришел восстановить справедливость». «О какой справедливости идет речь?» — спрашивает Алан, поглядывая на ружье. «В 87 году ты победил одного из нас, но заслуженный трофей так и не получил. А по нашим правилам победитель должен получить трофей». Я протягиваю ему деревянный меч Гладиус. Меч, который заслужил мой предок в гладиаторских боях в Риме. Гладиус символизировал и подтверждал свободу от рабства того, кто им владел. «Вот, собственно, и все», — произношу я, передав деревянный меч Алану. «Теперь мне пора». «Стой!» — восклицает Алан. «Мне не нужно ничего, никаких трофеев, мне нужно знать. Уже много лет я ищу ответы на вопросы, кто вы такие, откуда вы пришли, да что вы вообще за херня такая в конце концов?» «Ты не хочешь трофей?» — спрашиваю я у него удивленно. «Нет, не хочу», — уверенно отвечает он.
Мне только нужно узнать, кто вы такие, пока я еще жив. Мне не дает покоя то, что я не могу понять, с чем я столкнулся. Что именно ты хочешь узнать? Спрашиваю я, вздохнув. У меня мало времени. Я хочу знать все, говорит Алан. Готов поклясться, что кроме меня никто ничего не узнает. Это нужно только мне. Хорошо, немного подумав, говорю я. Расскажу, что успею. Пусть хотя бы так, нервно говорит Алан. Свою историю мы знаем из писаний, которые всегда были нам доступны. Первое поколение охотников сотворили создатели. Когда-то они жили на планете Яутен, но на планете начались страшные катаклизмы, глобальные изменения климата, войны, радиация и голод. Тогда создатели задумались о том, чтобы сохранить жизнь на планете и память об их цивилизации. Они создали наших предков, чтобы сохранить на планете Яутен хоть какую-то разумную жизнь. На основе своего генома путем экспериментов создатели наделили их способностью выживания в любых условиях жизни, ну разве что за исключением катастрофы, если планету разорвет в клочья. Сами создатели не смогли адаптироваться к новым условиям, и постепенно на планете остались только наши предки. Первое поколение жило одним кланом охотников, но началось глобальное таяние ледников, и на планете образовалось две огромные суши. Так общий клан разделила вода. Хоть мы и умеем прекрасно плавать, но вода кишила морскими тварями, которые сжирали все, что попадало в воду. Разные условия климата на сушах заставили предков приспосабливаться, и они стали меняться. Появились две разные расы. То есть вы просто искусственно созданные бессердечные твари, перебивает Алан. Ну почему же? У нас есть два сердца, отвечаю я. Одно в голове, которое отвечает за мозг и изменение ген, а другое отвечает за кровь и метаболизм. Два сердца? Шокированно восклицает Алан. Мы хищники и приспосабливаемся охотой. Если побеждаем противника, то берем лучшее от него, говорю я. Как это? Спрашивает Алан. Мы рождаемся с минимальным набором навыков, а дальше развиваемся за счет охоты и заимствования навыков жертв. Мы ищем приспособленную к условиям жертву и убиваем ее. Извлеченные из жертвы жидкости головной и спинной мозг втираются в отростки на голове, которые впитывают макромолекулу, поступающую в наш головной мозг. Дальше мы не можем контролировать процесс. Если мозг решает, что изменение генетической программы будет на пользу охотнику, то полученные и обработанные полезные части макромолекул встраиваются в наш геном, и через какое-то время происходит заимствование и полная трансформация организма. Мы изменяемся, подстраиваясь под окружающую среду, реагируя на новые условия так же, как и коренные жители планеты, но чтобы полностью изменить вид, нужно, чтобы 3 поколения охотников жили на этой планете и впитывали в себя макромолекулы жертв. Так возникают разные виды, при этом каждый из нас уникальный охотник. Приспосабливающиеся к любым условиям охотники? «Умно», — задумчиво произнес Алан. «То есть вы не просто охотитесь за трофеями?» «И да, и нет. Трофеи — это хорошо, но это лишь для поддержания своей формы, тренировка. Основное — охота для апгрейда самого себя. Мы так развиваемся, расширяем зоны своего обитания и делаем лучше сами себя. Теоретически мы бессмертны. Но если я могу ранить тебя, то могу и убить, утвердительно сказал Дач. Не все так просто. Бактерии, яды, радиация, магнитные поля — ничего на нас не действует. Ранив тело, разум не убьешь. Да, можно парализовать, убив тело, но только разрушение мозга приведет к полной ликвидации. Если бы кодексом были разрешены трансплантации голов, то я бы разговаривал с предками и, возможно, никогда не стал бы хранителем кодекса. Поэтому голову мы защищаем основательно и только перед достойным противником снимаем маску в дань уважения.
обозначая таким образом, что в случае победы охотников будет заимствование определенных навыков. Хочешь стать сильным, сражайся с сильным противником. Но по такой логике, если хочешь стать умнее, можно устроить террор научных сотрудников и ученых. Они не отличаются выдающимися физическими данными, парировал Дач. Да, иногда случаются мясорубки, но это не от большого ума, ответил я. А ты не боишься мне рассказывать все это? Вдруг со странной улыбкой спросил Дач. Человек, которого поймали как рыбку удочкой, хочет бросить вызов Ардоксу? Не льсти себе, кролик, не соперник удаву, ты теряешь время. Окей, также с застывшей улыбкой сказал Дач. Итак, продолжил я, наши предки стали жить раздельно на двух частях суши, где под влиянием местных условий и разного климата с годами сформировалось две расы – Яуду и Яудза. Изредка они общались между собой через узкий пролив между материками, пока однажды на небе не появилось странное свечение. Оно приближалось все ближе и ближе, и предки увидели какой-то огромный механизм. Он спустился с небес и встал как надводный путь между двумя сушами. Твари из морских пучин сразу же атаковали его, но механизм мгновенно уничтожил их неизвестным нам видом оружия. Надводный путь выглядел как туннель над водой, сухопутный путь, при приближении ко входам которого появлялись бесплотные призраки, говорящие, что надводный путь — это дар с небес, мост соединения. К удивлению, наши предки все понимали, хоть и не распознавали интонацию послания. Призраки говорили, что можно пользоваться мостом без опасений и переходить с материка на материк. Так, два народа наших предков смогли соединиться. Призраки сообщили, что видят нас с небес и что хотят вступить с нами в контакт. Из Писания мы знаем, что Создатели пророчили нам возможность покорения других планет. Поэтому наши предки дали сигнал, и он был услышан. Вскоре на нашу планету спустился летающий механизм без каких-либо опознавательных знаков, кроме рисунка в виде черепа с рогами. Из него вышли 5 высших существ. Так в Писаниях Создатели называли тех, кто умеет передвигаться по небу. Их тела были скрыты доспехами и черными плащами, а головы закрыты шлемами так, что лиц не было видно. Один из них вышел вперед и произнес: «Мы прибыли с миром на вашу планету». Он заявил, что они представители Мандалора. И кроме дара моста соединения, у них еще есть много подарков для нас. Наши предки, посовещавшись, решили отказаться от дальнейшего общения с теми, чья история происхождения им неизвестна. С теми, кто прячет свои лица, скрывая истинные намерения. Они сказали в ответ: «Благодарим за бесценный дар, но ваши лица скрыты от нас. Мы не можем доверять тем, чьи лица мы не видим». Тогда один из высших поднял руки вверх и снял свой черный шлем с золотой полосой на нем. Под защитной броней сидел маленький человечек с горящими глазами, который сказал: «Мы Джавы. Я главный среди нас. Я наместник. На нашем языке Джа значит небесный. Ва значит мусор, о чем старейшины сказали наместнику. На что тот без смущения ответил: «Да,
Мы небесные мусорщики. Расскажи нам свою историю, Джава, попросили наши предки. И наместник начал свой рассказ. Продолжение следует.